Мы привыкли думать, что реальность одна, что есть одна линия событий, одна судьба, один «я». Но физика уже не говорит так, и давно. Существует идея, что наш мир не единственный, что каждый твой выбор, каждая развилка, даже мельчайшее колебание порождают новую версию событий, новую ветку, новую вселенную. Это не фантастика. Это то, что всерьез рассматривали такие ученые, как Хью Эверетт, Стивен Хокинг, и то, что вдохновило Майкла Талбота на создание концепции голографической вселенной. Идея простая и ошеломляющая одновременно. Все, что могло бы произойти, уже происходит. Но не здесь, а в параллельной версии реальности. Мы называем это мультивселенная. Но на самом деле это бесконечное поле вариантов, в котором ты как точка восприятия переключаешься между возможными мирами не через магию, а через внимание, состояние и наблюдение. Ты не путешественник в этом мире. Ты путешественник по слоям этого мира. Когда Майкл Талбот начал исследовать, почему в жизни происходят невозможные вещи, он наткнулся на парадокс. Наше восприятие линейно, но сама реальность нет, и она ведет себя точно так же, как голограмма. Что это значит? Если ты разрежешь голограмму, каждый ее кусок все равно будет содержать все изображение целиком. Не часть, а целое. Только менее четко, более размыто. Как будто информация о целом распределена в каждом фрагменте. И именно в этом глубочайший резонанс с тем, что мы показывали в прошлом видео. Ты, возможно, помнишь, что мы рассказывали о работе Майкла Левина, ученого, который доказал, что даже простейшие формы жизни могут воссоздать себя целиком, используя малейшую часть своей ткани. Хвост саламандры, кусок плоского червя, клетки, которые вдруг вспоминают, что они были частью целого, и начинают собирать это целое заново. То есть информация о «я» не в одной точке тела, а в распределенной матрице. Не локализована, а голографична. И человек, в том числе, способен к самосборке, если знает, кто он. Вот почему, когда мы говорим о голографической вселенной, мы не уходим в фантастику. Мы описываем глубинный принцип. Все связано со всем. И каждая часть уже содержит целое. И поэтому твоя память не в мозге, а в поле. Пространство не трехмерное, а свернутое и разворачиваемое. А другие версии реальности не где-то далеко, а здесь же, но сдвинуты по фазе. Когда человек ощущает дежавю, видит вещий сон или вспышку внезапного знания, он как будто на мгновение захватывает другой фрагмент голограммы, другую грань той же самой глубинной реальности. Именно это и дает нам понимание. Так как реальность — это голограмма, то ты можешь перенастроиться на другую ее проекцию, не изменив внешний мир, а переключив внутреннее состояние. Так как все существует одновременно, вопрос не в том, как попасть в другую реальность, а в том, что удерживает тебя в этой. Мультивселенная — это не путешествие сквозь пространство, это перестройка восприятия, и она происходит каждый раз, когда ты меняешь внутреннее состояние. Осознаешь, что не обязан реагировать по-старому, перестаешь ждать и начинаешь наблюдать. Даже самый простой сдвиг, остановка автоматической реакции, мгновение осознанности, тишина внутри — это и есть переключение линии. Потому что ты уже находишься во множестве версий себя. Ты просто выбираешь, какой отклик продолжать, какой частоте внутри дать энергию. Вот почему все начинается не с действия, а с тонкой настройки. Ты не добиваешься новой реальности, ты входишь в нее через соответствие. Чистота — это не фантазия,
Это буквально эмоциональное состояние, которое ты излучаешь. Оно и подбирает тебе версию мира, где эта эмоция естественна. В страхе ты в реальности, где есть за что бояться. В благодарности ты в мире, где есть за что благодарить. В тишине ты в слое, где все уже устроено. И ключ здесь не в силе, а в разрешении. Ты не создаешь свою новую жизнь. Ты позволяешь ей развернуться изнутри. Стивен Хокинг – редкий случай ученого, который оставался в рамках официальной науки, но при этом не боялся говорить о невозможном. Путешествие во времени, параллельные вселенные, границы познаваемости и загадочный антропный принцип – идея о том, что сама Вселенная как будто подстроена, чтобы ты мог ее наблюдать. Для одних это спекуляция, для других – приглашение заглянуть в саму суть реальности. Но главное, Хокинг научно допустил то, чего избегала классическая физика, что наша Вселенная не единственная. Совместно с Джеймсом Хартлом он разработал модель, в которой большой взрыв – не начало всего, а одна из вспышек в бесконечном поле. Время не имело четкого начала, в самом начале оно растекалось, как сфера. И самое главное, существует бесконечное число других вселенных, каждая со своими законами, вариантами и константами. То есть все, что могло бы быть, уже где-то есть. Звучит мистически, но это не эзотерика, а логический вывод из квантовой космологии. Именно Хокинг первым поставил вопрос: куда девается информация, попавшая в черную дыру? Это привело его к голографическому парадоксу. Если информация не исчезает, то она должна храниться на поверхности, на горизонте событий, как отпечаток. А это уже голография. Идея о том, что вся реальность – это проекция, где каждый фрагмент может содержать все целое. Вместе с Майклом Талботом Хокинг – один из тех, кто открыл нам, что границы реальности не там, где мы думали. Что это значит для нас? Когда авторитет такой величины говорит, что мы живем в одной из возможных версий мира, это перестает быть фантастикой. Это становится рабочей гипотезой. И тогда все, о чем мы говорили ранее, переключение, резонанс, личные ветки, голограмма жизни, обретает научное основание. Все, о чем мы сегодня говорили, это не теория, не наука ради науки, не абстракция. Это про то, как ты живешь прямо сейчас. Ты смотришь это видео из одной из версий себя, из одной ветки. Но ты не обязан остаться в ней. Может быть, ты уже это замечал. Ты просыпаешься, и все как будто немного не так. Люди ведут себя иначе, чем ты ожидал. Пространство съезжает. События повторяются странно точно. Или ты вдруг ощущаешь, что эта реальность слегка сдвинута. Это не глюк, это не кажется. Это след твоего движения по многомерной реальности. Ты это чувствовал. Просто не знал, как это назвать. Твои состояния — это переключатели. Твои эмоции — это координаты. Твои выборы — это рычаги. Ты не создаешь реальность, ты синхронизируешься с ней. И когда ты начинаешь распознавать это, ты больше не живешь по накатанной. Ты начинаешь видеть, что из твоей жизни действительно твое, а что ты просто продолжаешь по инерции чужих версий. Это и есть точка. Не финал, а начало осознания. Ты не зритель мультивселенной, ты ее носитель, ты тот, кто переключает. Как почувствовать, что ты на пороге смены ветки? Ты ощущаешь легкий внутренний отрыв, как будто уже не в прошлом, но еще не в новом. Тебя тянет в одиночество, в тишину, не от людей, а к себе. Старые реакции теряют силу, но новые еще не включились, а ты как будто замираешь между. Это и есть момент. Ты еще в старой ветке, но уже не поддерживаешь ее вниманием.
Ты стоишь у дверей, и в этот момент твое состояние делает выбор. Что делать в этот момент? Ничего. Не бежать, не дожимать, не срываться в старое. Просто почувствуй тело. Заметь, как дышит мир вокруг. Услышь, какой ты сейчас, без ожиданий. И скажи себе: я не меняю реальность, я просто возвращаюсь в ту, где я настоящий. Это и есть переключение. Не резкое, не эффектное, но настоящее.